Всем привет! Меня зовут Айгуль, я владелец студии маникюра в центре большого города, а также я нейл-инструктор онлайн-курсов. А сегодня мы с вами будем изучать наращивание ногтей, целых 4 техники. Наконец-то готов наш долгожданный курс. После нашего курса вы будете знать ответы на все ваши вопросы касаемо наращивания. Мы разберем с вами целых 4 техники. И вы сможете выбрать для себя самый удобный вариант. Пробовать, практиковаться, и у вас обязательно все получится. Каждый мастер должен знать хотя бы одну технику наращивания для того, чтобы вот в таких ситуациях, когда приходит к вам клиент с одним поломанным ноготочком там, или с двумя, чтобы не терять клиентку, получается полную услугу маникюр с покрытием, вы должны уметь это делать. И еще плюс дополнительно таким образом зарабатывать, потому что там наращивание одного ноготочка, за это берется отдельная плата. Мало того, что вы не потеряете клиента на основную услугу, плюс к этому вы еще заработаете сверху 40%. Так как не умея наращивать, вы будете многим клиенткам отказывать и таким образом их терять. И в дальнейшем этот клиент, который придет к вам на наращивание, даже если одного ноготочка, он уже будет знать то, что вы хороший мастер, то, что вы компетентны в этих вопросах, и уже будет выбирать вас как постоянного своего мастера. Мы к этому стремимся, мы каждого клиента не только привлекать должны, но еще и удерживать своим мастерством, своими умением оказывать какие-то дополнительные услуги. Итак, в первую очередь, перед тем, как приступить к основной части, хотелось бы вас познакомить вообще с теми материалами, которые существуют для наращивания. Это получается у нас гель, акригель и акрил. Давайте начнем с акрила. Это у нас такой порошочек. Он тоже бывает, получается, белый, может быть, камуфлирующий, либо прозрачный. В данном случае он у меня прозрачный. Я его при наращивании не использую, я его использую только для укрепления натуральных ногтей. Так как акрил это самый первый вид наращивания, который вообще был придуман, так как это пришло к нам все из стоматологии. Акрилом наращивали, лет так 8-10, наверное, назад. Сейчас очень многие мастера уже от этого ушли, от этого отказались, так как он достаточно вреден для организма, выделяет специфические запахи во время наращивания, поэтому мастера ушли от этого способа. Но я считаю, что вы должны об этом знать, просто иметь в виду то, что такой способ, он существует, но он не настолько популярен. Далее у нас идет самое популярное, это гель, который завоевал сердца мастеров за последние, наверное, лет 5. Это самый такой классный материал, который всегда использовали при наращивании, в любой технике, как типсы, так и нижние формы, верхние формы тоже пытались ими наращивать. В чем удобство? Удобство в том, что он достаточно такой текучий. Те мастера, которые уже знают какую-то основу в маникюре, им работается точно так же, как при выравнивании. Он достаточно хорошо самовыравнивается и при этом уменьшает поверхностный опил. Далее у нас идет акригель. Достаточно новый материал, недавно появился на рынке нейл-индустрии. Это гибрид акрила и геля. Для начинающих мастеров, мне кажется, это прям просто находка, так как он так же, как акрил, более густой, не текучий, но и свойства геля он тоже в себе, получается, включает в себя. То есть он не пахнет, он не настолько вреден, как акрил. Вообще он считается одним из гипоаллергенных материалов, поэтому работать с ним вообще одно удовольствие. При выкладке получается основы нашего нарощенного ногтя, вообще это использовать очень-очень удобно. При подготовке ногтевой пластины к наращиванию нам понадобятся вспомогательные препараты. В первую очередь это праймер.
Праймер — это такая бесцветная жидкость, которая помогает для хорошей сцепки натурального ногтя с искусственным покрытием. Праймеры бывают двух видов, это кислотные и бескислотные. Ну, кислотные, как бы исходя из названия, мы понимаем то, что он содержит в себе кислоты. Такой вид праймера хорошо раскрывает чешуйки натурального ногтя, тем самым как бы помогает лучшей сцепке материала с ногтем, но так как он содержит в себе данные кислоты, он является опасным. При попадании на кожу могут произойти какие-то ожоги. Именно поэтому многие мастера уже как бы на сегодняшний день отказались от такого вида праймера, но он встречается. Если вы работаете с ним, тут нужно быть очень осторожным. И в то же время он еще не совсем хорошо влияет на нашу натуральную ногтевую пластину. Поэтому я бы не рекомендовала вам им пользоваться. Ну и второй вид наших праймеров — это бескислотные, по-другому их называют ультрабонд. Наверняка в магазинах, в нейл-магазинах вы видели их, как бы, потому что они достаточно в наше время популярны. Они намного безопаснее, чем кислотные праймеры. Вообще ультрабонды, они многозадачны. Они служат для обезжиривания ногтевой пластины, для дегидрации и также вот для хорошей сцепки. Еще как бы во многих случаях его сравнивать с двусторонним скотчем. Получается, он, действует как двусторонний скотч, помогает сцепки натурального ногтя и искусственного покрытия. Получается, он с двух сторон, грубо говоря, приклеивает. И как бы за счет этого у нас покрытие держится очень хорошо. Есть моменты, есть особенности работы с ультрабондом, которые тоже должен знать каждый мастер. Первое — это ультрабонд у нас наносится только на ногтевую пластину. При наращивании, получается, это у нас на всю поверхность нашей ногтевой пластины. Кожу, кутикулы, боковые валики, боковые пазухи там мы не задеваем. Если у нас получается наш ультрабонд, если куда-то растекся, то нам обязательно нужно будет это убрать обезжиривателем аккуратненько, так как это может привести к затекам. Получается, по тому же следу, куда у нас затек ультрабонд, туда же у нас может затечь спокойно наш уже материал, с которым мы будем в дальнейшем работать. Вторая особенность, то, что ультрабонд, он сохнет на воздухе примерно 1-2 минуты. Мы после того, как нанесли на ногтевую пластину, обязательно должны оставить как бы на вот этот вот небольшой промежуток времени. Но при этом не должны забывать о том, что его время действия не слишком долгое, поэтому как бы там на полчаса, на час мы не должны как бы оставлять. Имеется в виду, после того, как мы нанесли на пальчики, там, например, если мы сразу на все 5 пальцев наносим, нам обязательно нужно, значит, какую-то базу нанести для того, чтобы сразу же натуральный ноготь и искусственное покрытие сцепить мгновенно. Либо же мы делаем по одному пальцу, там, например, если вы делаете без какой-либо базы, но я бы советовала все-таки наносить базу, потому что это будет вам гарантировать большую сцепку ногтя с искусственным материалом. Вот, если же вы все-таки делаете без базы, то тогда нужно будет делать по одному пальчику. Один пальчик нанесли, потом получается искусственный материал, и потом нанесли опять-таки ультрабонд на второй пальчик и так далее. В общем, вы должны помнить о том, что время действия препарата, который нанесен уже на ноготь, он ограничен. Вот. Еще тот момент, то что в самом флакончике точно так же достаточно быстро улетучиваются те вещества, которые помогают имно, получается, сцеплять материал. Получается, если мы не будем плотно закрывать после того, как мы закончили работу, то будут
эти вещества улетучиваться, они достаточно легко улетучиваются, и уже ультрабонд будет терять свои свойства. Поэтому тоже каждый мастер должен помнить о том, что после работы мы сразу должны плотненько закрыть крышку. Дегидратор также один из основных вспомогательных средств при наращивании и при покрытии. Поверхность ногтевой пластины обрабатывается им с целью удаления лишней влаги и возможных каких-то загрязнений. Его также советую использовать во всех вообще случаях, когда вам попадается клиентка с влажными ладонями, так как он удаляет влагу, будет у вас сцепка материала лучше, как бы не только при наращивании, но и если вы видите то, что у клиента такие ручки, ну бывает такое, достаточно часто встречается, обязательно нужно использовать именно дегидратор. И тут вы уже как бы не будете сталкиваться с какими-то там отслойками, ну если только это будет не зависеть от каких-то других факторов. А именно увлажненность вам в принципе не помешает сделать качественную работу. Помимо основных функций, дегидратор также способна восстановить уровень pH, продезинфицировать и тем самым предотвратить какие-либо заражения кутикулы, либо кожи вокруг ногтя. Наносится он на ногтевую пластину и кожу вокруг ногтевой пластины. Получается, тут не обязательно наносить его только на ногтевую пластину, мы его просто как бы наносим, он очень быстро испаряется, и точно так же тут нужно работать сразу. Получается, мы нанесли дегидратор, сразу же следом нанесли праймер, то есть ультрабонд в нашем случае, и уже затем начинаем работать либо с базой, либо с искусственным покрытием для наращивания. Сейчас мы с вами поговорим и схематично разберем правильную архитектуру ногтя. Я вот уже нарисовала два варианта, один из них верный, а второй нет, так как это является очень частой ошибкой многих мастеров, поэтому я решила с вами как бы разобрать этот вариант тоже. Наша архитектура ноготочка, как искусственного, так и натурального при покрытии, должен иметь апекс, то есть это наивысшая точка нашей архитектуры. Он именно должен приходиться на середину натурального ногтя, то есть ногтевого ложа. Вот, как мы с вами помним, у нас ногтевое ложе — это то расстояние, где получается у нас ноготочек приросший, то, что уже все остальное — это у нас свободный край. И наш апекс должен приходиться на середину именно ногтевого ложа. Получается середина вот этого вот расстояния. Тут у нас пример того, что у нас апекс, вот он, мы смоделировали, он является неправильным, он приходится на середину всей ногтевой пластины. Получается, вот у нас вся ногтевая пластина, и примерно тут вот к середине он приходится. Этот вариант неправильный, сейчас я вам объясню почему. Смотрите, при отрастании у нас получается такого апекса нашего правильного, вот он у нас тут, у нас это по истечению уже 3-4 недель, он будет примерно вот настолько уже отросший. Зона стресса, именно та зона, где у нас могут появляться трещинки, у нас получается достаточно сильно защищена. В том плане, что количество материала вот здесь и вот здесь у нас примерно одинаковое, поэтому при давлении, например, на свободный край, при каких-то ударах, там, например, или еще при каких-то внешних воздействиях, у нас это место достаточно сильно будет защищен. И таким образом у нас поломов и как бы возможность поломов вот именно вот в этой области, получается, каких-то глубоких поломов у нас не будет. Ну, точнее, даже как бы риск возникновения таких поломов у нас будет минимализирован. А что же касается неправильного апекса,
который, например, приходился у нас на середину ногтевой пластины, у нас вот определили зону стресса, то место, где у нас могут происходить поломы. И как мы видим, у нас огромное количество материала уже отросло и приходится на свободный край. И таким образом здесь даже при малейших ударах каких-то, ну даже это если будет не удар, а совсем вот, ну как бы чуть-чуть даже если мы задеваем, уже у нас идет слишком сильное давление на ноготь. И таким образом у нас здесь появляются поломы, трещины. Получается, ваш клиент более 2 недель без поломов не сможет проходить с таким апексом. Поэтому вот этот у нас единственный верный вариант. Он также зависит от длины нашего ногтя, как нарощенного, так и натурального. Если у нас ноготочек коротенький, то он, получается, будет посередине ногтевой пластины. Ну, если же длиннее, как вот в нашем случае, потому что мы разбираем наращивание ногтей, он у нас будет приходиться именно посередине ногтевого ложа. Получается, свободный край мы не учитываем, мы смотрим только по ногтевому ложу. Сейчас хочу вам показать схему опила. Для этого мы нарисуем наш ноготочек искусственный. Пускай он у нас будет квадратной формы. Так, делим ноготь напополам. Находим точку апекса, как мы с вами говорили, что это середина, примерно середина нашего ногтевого ложа, то есть натурального ногтя, не считая свободного края. Вот наш апекс. Так как апекс у нас должен быть наивысшей точкой, при опиле мы все будем сводить к нему. Начинаем в первую очередь с торцов. Движение у нас вверх. Получается сначала с одной стороны, потом с другой. Это у нас первое. Затем нам точно так же нужно пройтись вдоль кутикулы и боковых валиков. Еще один очень важный момент, то что вот здесь у нас материал должен не доходить до кутикулы. Буквально где-то примерно 0,5 или 1 миллиметр. Для того, чтобы у нас вот здесь вот этот переход от искусственного ногтя, то есть от геля либо акригеля, смотря чем мы работаем, чтобы он у нас был, этот переход очень-очень плавненький, для того, чтобы минимализировать возможности отслоения, отслоек. Именно поэтому мы производим поверхностный опил вдоль кутикулы. Здесь мы начинаем движение с боковых валиков, с боковых пазух вдоль кутикулы. И здесь как бы тоже в ту же сторону, как бы все время двигаясь в сторону апекса. Таким образом, у нас апекс таки остается нашей наивысшей точкой. Мы каждый раз будем проверять как бы вид сбоку нашего ногтя, как он выглядит. Всегда про это мы должны помнить.